Одежда, мода в период войны – это всегда квинтэссенция исходных условий дефицита, фантазии и флёр прошлой жизни. В фильме Софии Копполы 2017 года «Роковое искушение» эта визуальная составляющая просто фантастически видна на костюмах героинь. А тут, помимо юных, но уже известных актрис, и Лисы в «Курятнике» в исполнении Колина Фаррелла играют Николь Кидман, Elle Феннинг и Кирстен Данст. И по моему личному мнению, этот фильм не менее важный визуальный образец в плане одежды в период войны, в частности, гражданской войны в США, это 1860-е годы, чем фильм «Унесенные ветром» Виктора Флеминга 1939 года. Кстати, он же в этом же году выпустил «Волшебник страны Оз». У кого-то был продуктивный год. А я не представилась, меня зовут Гонза Елена, и я рассказываю о кино и костюмах кино. И сегодня мы поговорим о тонкостях создания исторических костюмов в фильме моей любимой Софии Копполы. Этот фильм уже вторая экранизация романа Томаса Кулиана. Первая на большие экраны вышла в 1971 году, и она называлась «Обманутый», и в главной роли там играл Клинт Иствуд. История начинает развиваться в 1864 году где-то в Вирджинии в период гражданской войны в США. Малышка Эми, которую играет Уна Лоренс, в лесу собирает грибы, и помимо грибов она там еще находит раненого солдата. Впоследствии оказывается, что он северянин, и начинает его на себе тащить домой. А живет она в школе-интернате для девочек-южан, которым руководят мисс Марта, которую играет Николь Кидман, и ей помогает учительница Эдвина, которую играет Кирстен Данст. В заброшенном плантационном доме обитают всего 5 воспитанниц, которые по факту отрезаны от внешнего мира. И когда у них в доме появляется молодой симпатичный солдат, которому, с одной стороны, нужна помощь, а с другой стороны, он потенциальный враг, они настораживаются, но одновременно и начинают прихорашиваться. Премьера этого фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где он произвел фурор. А София Коппола тогда получила приз за лучшую режиссуру. И стоит отметить, она вторая женщина, получившая данный приз. Костюмами в этом фильме занималась Стейси Батат, подруга Софии Копполы, которая по факту художницей по костюмам и стала благодаря Софии. На их общем счету уже 5 или 6 совместных фильмов. Первый это фильм «Где-то» 2010 года. Там, кстати, играла маленькая Elle Феннинг. А крайняя их работа – это фильм «Присцилла». Фильм, снятый по биографии Присциллы Пресли, которая, кстати, стала продюсером этого фильма. Я делала обзор на него, ссылочка здесь сверху, посмотрите, если еще не видели. И там же я рассказываю, каким образом они подружились и начали сотрудничать. Стиль Софии Копполы не создается в фильме сам по себе такой волшебной пыльцой. Это постоянная методичная работа как самой Софии, так и глав определенных отделов, с которыми она в постоянном контакте, пока создается тот или иной проект. Когда создавался этот фильм, естественно, она также была в постоянном взаимодействии с художницей по костюмам, с оператором этого фильма и художницей-постановщицей Энн Росс. Они, по сути, вчетвером постоянный вот этот чат держали, и благодаря этому у Стейси Батат, у художницы по костюмам, получилось очень ловко, четко передать не только характер каждой героини через ткани, цвета и даже узоры, но рассказать ее предысторию, рассказать, кем эта девушка еще была до начала войны. А я напомню, что 90% всех костюмов делались на заказ, специально для этого фильма шились, и поэтому здесь все выглядит настолько органично, настолько правильно, и сейчас отдельные детали мы, конечно же, рассмотрим. Когда Батат начала готовиться к этому проекту, она пошла в библиотеку тканей,
а такая есть Примет, и там она смогла ознакомиться с образцами тканей и узоров периода 1850-х, 60-х годов. Там были как описание нанесения узоров, окрашивания, так и того, как эти ткани выглядели и какие фактуры тогда использовались. Про окрашивание упомянула не просто так, ведь в 1956 году Уильям Перкин, благодаря абсолютно рандомному какому-то стечению обстоятельств, смешал мовеин и таким образом получил первый искусственный краситель. Насколько я помню, он был фиолетового цвета, а через несколько лет он еще смешал фуксин и получился ярко-розовый. Тогда, по-моему, даже краска для волос появилась, и первая появилась краска для волос именно розового цвета. И тогда же промышленные революции начали пробовать использовать красители. Они тогда были нестойкими, но тем не менее вот как раз первые красители были фиолетового и розового оттенков. Их Батат решила не использовать в этом фильме, хотя уже тогда ткани начали красить. Я, конечно же, имела в виду окраску синтетическими красителями, потому что органическими и красили, и красят, эта история абсолютно остается всегда, и они тоже, к сожалению, нестойкие. Кстати, если брать палитру тканей светлых этого региона и этого периода, то ткани на платьях вот женщин американок-южанок, если они были светлыми, они как раз были тех самых грязных оттенков, то есть это такой выцвевший шалфей или бежевый, или грязно-пудровый, подобные оттенки, которые действительно могли получаться из органических красителей. А вот мелкий узор мы здесь как раз видим. И про него я не могу не рассказать несколько слов, ведь это действительно история, которая очень часто появляется как раз в какие-то экономические кризисы или в период войн. Говоря о мелком узоре, мне почему-то вспоминается период немножко позже, когда из него сделали маркетинговый ход. Это 30-е годы прошлого века, когда в Америке была Великая депрессия, и тогда на мешках с мукой, сахаром и подобным начали печатать мелкие узоры, мелкие какие-то цветочки, например. И женщина, которая использовала уже содержимое этого мешка, сахар, муку и тому подобное, позже могла из него скроить одежду или часть, или готовые уже изделия. Иногда даже на этих мешках печатались выкройки для того, чтобы можно было сделать или себе платье, или хотя бы часть платья, или какую-то вещичку для ребенка. Подобного не было, конечно же, в период гражданской войны, но тогда, тем не менее, использовали ткани с мелким узором, тогда узор наносился трафаретом, и поэтому не сильно было важно, даже если это не было сделано идеально, и эти мелкие цветочки или какие-нибудь другие завитушки находились несимметрично рядом друг с другом. Они использовались очень часто именно потому, что так ткань не выглядела сильно маркой, и если появлялось какое-то пятно, все равно этот узор отвлекал внимание. Поэтому и очень редко использовались крупные узоры. Это могли себе позволить люди из высшего сословия, потому что это по сути была ручная работа, ручной рисунок, и сделать его симметричным, красивым стоило большого мастерства. В 1860-х годах, благодаря промышленной революции, появляется уже возможность делать рисунки симметричными благодаря новым станкам. Очень часто они делаются именно мелкие, опять-таки благодаря своей неброскости и практичности в повседневной жизни. Более крупные рисунки также появляются, но это все-таки еще более дорогостоящая история. И тогда же, кстати, появляется паттерн горошек. Как мы видим на одной из героинь, на мисс Марти, которую играет Николь Кидман, на ней как раз есть этот паттерн, что свидетельствует о том, что она до гражданской войны была очень обеспеченной женщиной. Но все-таки в период гражданской войны женщины на юге чаще носили темную палитру, так как много кто воевал, и чаще они находились в трауре, просто некогда было носить
подобные вещи. Плюс часть из них утратила свое материальное, более высокое положение, поэтому им нужно было уже заниматься домашними делами самостоятельно. Поэтому, ну, какие уж тут белые оттенки и тому подобное. Поэтому в фильме это единственный момент, который немножко не совпадает с реальностью. Батат решила брать более светлую палитру для визуальной красивой картинки, однако здесь мы все равно видим правильные паттерны, тот же мелкий узор, клетку, которую довольно часто использовали. Ну и все-таки ткани здесь не белоснежные и не каких-то очень чистых цветов. Они действительно выглядят как вещи, которые уже поношены. Также мы можем заметить, что на платьях девушек есть соединение разных узоров. Это довольно частая практика была в то время, так как по магазинам уже никто не мог ходить. И для того, чтобы у тебя появилась какая-то новая одежда, нужно было ее состряпать из старых вещей. В ход шло все что угодно, что еще имело хоть какой-то вид. Это старые платья, это мужской гардероб, который уже не был так необходим, какие-то мужские рубашки и подобные какие-то вещи. И поэтому ткани соединялись, и, соответственно, их не всегда хватало на какую-то новую вещь в полном объеме, поэтому это была очень частая практика. Кроме того, в фильме используется момент, который мы не сильно замечаем, но тем не менее это тоже довольно часто было в повседневной жизни женщин юга. Они имели сменные манжеты и сменные воротнички. Ну, так как платье невозможно было довольно часто стирать, но для более опрятного вида нужно было использовать хоть какой-то элемент, который можно сменить, постирать и потом заменить его другим. Так у девушек в этом фильме мы не сильно заметим, но тем не менее можем обратить внимание, что действительно некоторые части платья могут сменяться. На съемках это делалось каждый раз для того, чтобы действительно создать подобную атмосферу. Все эти вещи отшивались разными швеями и портными. Кто-то находился в Лос-Анджелесе, кто-то в Новом Орлеане. И Батат курсировала и общалась с ними для того, чтобы это все делалось в довольно сжатые сроки. Кроме того, она упоминала, что она даже находила для этих платьев старые пуговицы для того, чтобы правильно отобразить внешний вид. Она покупала их у B&J Fabrics, и это тоже дает определенный флёр того времени. Для того, чтобы одежда выглядела более правдоподобно, Батат необходимо было состарить ткани, и это была нелегкая задачка, потому что для того, чтобы найти правильный подход для состаривания вещей, ей потребовалось даже испортить очень много ткани. Об этом она рассказывала в одном из интервью. А основные техники они пробовали стирать камнями вещи и также использовали ферментную стирку. Как я уже сказала, удавалось состарить вещи не с первого раза, но тем не менее, когда мы видим героинь, даже на крупных планах мы можем заметить некоторые потертости в одежде. Это действительно передает ощущение, будто они донашивают свои наряды, в которых теперь приходится убирать, стирать и готовить. И это видно на каких-то элементах, например, на части локтевой или подобных каких-то вещах. То есть видно, что эта вещь уже живет вместе с героиней довольно долго. А теперь пару слов про силуэты девушек. И начну я с низа, с юбок, потому что Батат в одном из интервью упоминала, что она специально решила не использовать кринолины, которые уже на самом деле отходили из моды, но тем не менее еще присутствовали. В фильме «Унесенные ветром» мы как раз видим на Скарлетт О'Харе эти пышные юбки, но там была другая задача самого фильма. Она там и носит более дорогие ткани, она
она там показывает шик, блеск и гламур, который, ну, на самом деле был продиктован еще и золотой эпохой Голливуда, когда этот фильм снимался. Здесь же была задача другая. Здесь была задача показать девушек в изолированном доме, которым не надо показывать себя перед кем-то еще, которым, наоборот, надо заниматься кучей дел. У них даже нет мамы, которая помогает им по дому, в быту. Они сами становятся женщинами, у которых теперь появилось очень много повседневных задач. Соответственно, ну, кринолин отменяется. Кстати, если прослеживать по истории моды, он как бы и отменится. И после гражданской войны в моду войдут тюрнюры, то есть это приподнимание юбки сзади, но это уже другая история. Но кринолины Батат отменила, а корсеты решила оставить. И это первое, с чего началась вся разработка костюмов для этого фильма. Корсеты необходимы были для того, чтобы все-таки показать, как правильно девушки двигаются, их силуэт. Действительно, он держит образ, действительно, он держит спину, и эта вещь довольно не сильно удобная, но в плане показать себя и держать осанку она очень помогает. Батат не искала винтажных вещей, и она преследовала одну важную цель, чтобы девушкам было удобно. Кроме того, она объясняла, что у каждой из них абсолютно разные пропорции. Например, Николь Кидман высокая, и ей бы не подошел определенный какой-то обычный корсет, ей нужно было делать его на заказ для того, чтобы он на ней действительно хорошо сидел, она в нем могла сниматься. Точно так же Кирстен Данст, у нее очень пышная грудь, соответственно, ей тоже нужны были объемы под ее собственное тело. Как говорила Батат, это была довольно рискованная история. Они заказали их у лондонского дизайнера, и это влетело в копеечку, но тем не менее корсеты делались для всех. Корсеты, кстати, делались даже для 12-летних девочек, потому что, ну, это была практика, это была необходимая история, и да, даже дети их носили. Как я уже упоминала, по версии Батат около 90% всех вещей были сделаны с нуля разными портными. Что же касается остальных 10%, то здесь иногда использовались и новые вещи, но мы из всего этого буйства гардеробов не выловим их глазом случайно. Однако, например, одна из таких вещей – это шляпка Николь Кидман, которая была сделана дизайнером Евгенией Ким. Мы видим, что по факту, пока не появляется в их поле мужчина, они довольно расслаблены. Есть даже идея в том, что они перестали наряжаться к ужину, что было, опять-таки, довольно распространенная практика в то время, ну, потому что это не было необходимостью, их все равно никто не видел, они должны были беречь свою одежду, они должны были беречь даже свои собственные продукты, потому что непонятно было, что произойдет через какое-то время. И тем не менее, когда он появляется на их горизонте, этот персонаж Колина Фаррелла, они начинают немножко прихорашиваться. Это выглядит довольно забавно, потому что они, ну, кроме того, что пытаются вытянуть какие-то элементы типа лент, и как-то украсить свою одежду подобными какими-то рюшечками, найти блузки, которые, ну, когда-то, видимо, надевались для прогулок, они еще начинают надевать украшения, какие-то броши, и, ну, вроде как это должно вот выглядеть нарядно. Сейчас это выглядит действительно забавно, но тогда эта вещь действительно была довольно важна в гардеробе. Для украшений, для их создания Стейси Батат обратилась к компанию The 10,000 Things, и они разработали все эти украшения для фильма. Что же касается главных героинь, то здесь еще хочется выделить их какие-то особенности гардероба отдельно. Например, мисс Марта, которую играет Николь Кидман, она как бы глава этого дома, и на ней мы видим, ну, не то что менее женственный силуэт, он более собранный. У нее действительно обтекаемые одежды, чаще всего у нее юбка и
блузок Гарибальди, которые, кстати, вот в то время стали довольно модными. Она не использует платья, опять-таки, из-за практичности. У нее, по-моему, одно или два платья на самом деле вот появляется. Но у нее появляется вещь, модернизированная уже в то время, аналог мужского жилета, что указывает на то, что все-таки вот кто здесь принимает решение. Кроме того, можно заметить на ее поясе очень такой небольшой мешочек. Это редикюль, в котором обычно хозяйка хранила ножницы и необходимые вещи практически в быту. В остальном, как я уже упоминала, можно обратить внимание на узоры ее одежды. Тот самый горошек, который говорит о том, что она имела достаток до войны. В принципе, дом, ее дом, который когда-то выглядел довольно неплохо, но и когда появляется их незваный гость, она достает мужскую одежду. Это, с одной стороны, может намекать на то, что у нее был мужчина или муж в какой-то период, а также может и говорить о том, что у нее были рабы, и их одежда могла остаться. И поэтому она довольно спокойно ее использует и передает мужчине, подбирая его размер. В принципе, этот момент не сказан, не проговорен в фильме, но мы догадываемся, что у этой женщины до гражданской войны было все довольно неплохо. Эдвина, персонаж Кирстен Данст, девушка из города. Об этом нам рассказывают ее более утонченные наряды, которые, опять-таки, остались из прошлой жизни. Кроме того, она более тонкая, романтичная натура, и это видно в обрамлениях, каких-то деталях ее платьев. А помимо этого у нее еще и украшения сохранились. И, кстати, некоторые из них были винтажными, не все были сделаны под заказ. А добавление ко всему ее знания, она делится с девочками и знанием французского, и она лучше, чем все остальные, разбирается в манерах. Соответственно, возможно, она была даже самой обеспеченной до войны из всех находящихся в доме. Алисия, которую играет Элли Фаннинг, несколько напоминает образ Лолиты. Создается впечатление, что ее такие полудетские ансамбли, возможно, до сих пор покупает ей мама. Она единственная, у кого есть рюши, но тем не менее в ней уже есть определенная похоть, и она очень такая открытая соблазнительница на самом деле. Это видно по тому, как она носит одежду. Она может подкатывать рукава, и периодически она немножко так расстегивает одежду, соблазняя тем самым и мужчину, который находится в поле ее зрения, да и видно, что она сама от себя получает удовольствие в этот момент. Создавая же одежду для воспитанниц, Батат хотела подчеркнуть, что здесь руку приложила война к их одежде. Они еще растут, и, например, персонаж Уны выделяется тем, что ее одежда немножко мешковата, она немножко больше, как бы на вырост. Такая практика, в принципе, и у нас довольно долго была, поэтому неудивительно, что девочке шьется одежда не на полгода, а на пару лет для того, чтобы она ее могла поносить какой-то определенный период и не заменять ее так часто, как, возможно, ее семья могла бы раньше. Сейчас у меня включен немножко другой режим камеры, но периодически я ставлю тот, который позволяет рассматривать книжки сзади. И если есть зрители, такие же, как и я, которые не смотрят на рассказывающее лицо все время, а смотрят на корешки, вы наверняка могли заметить, что у меня есть книжка София Коппола «Архивы». Это единственная книжка Софии Копполы, которая у меня есть, которая, в принципе, издавалась. Не то, что Уэс Андерсон. Уэс Андерсон у меня, по-моему, книжек 7. Но я ее сейчас достану и покажу. Там есть некоторые кадры с периода съемок этого фильма. В общем, так выглядит эта книга. Мне ее доставляли довольно странным образом. Приятель, который из Италии живет в Лондоне, но поехал в Париж, купил мне эту книгу и отправлял мне ее из Парижа.
чему я была очень рада. Отдельный момент был оплата, которая происходила, по-моему, через Ирландию. Ну, это такое уже мелочи. В общем, здесь есть фотографии со съемок. Здесь есть фотографии старых афиш. Тут мы видим подчеркивание каких-то референсов, которые довольно часто София Коппола использует. Но, кстати, при подготовке я не находила референсы. Знала, что вот эту вот фотографию она также использовала, когда создавалась... когда создавались референсы для Марии Антуанетты, когда создавалась эта доска воображения. Но, в принципе, мы видим, что и на Эль Фаннинг эти мотивы, эти цвета довольно-таки тоже видны. Очень интересная история. На самом деле, можно эти фотографии найти и в интернете, но мне нравится это все пересматривать. Тут есть периодически какие-то страницы из разных сценариев. В общем, книга довольно забавная, красивая. Здесь очень много фотографий, но чаще всего это фотографии именно со стейджбеков. Ну, то есть вот то, что мы не видим за камерой. Мне очень повезло, да, у меня есть эта книга. Одна из любимых, наверное, в моей библиотеке. Что ж, наверное, на сегодня это все. Похвасталась, чем могла. Если, повторюсь, вам интересно послушать и про одежду из фильма «Унесенные ветром», пишите, посмотрим. Но только если будет запрос, потому что там очень много в чем надо копаться. Поэтому, если хотите, делаем. Если нет, откладываем, идем дальше. Спасибо, что были со мной, что досмотрели этот выпуск до конца. Мне было интересно самой рассказывать. Я готова про все фильмы Софии Копполы рассказывать. Спасибо, что остаетесь. Подписывайтесь, если интересны разборы визуальные этих всех картинок, фильмов и, конечно же, костюмов, в частности, их деталей. А я вам говорю спасибо. До встречи. Будем в следующий раз снова рассматривать что-то интересное. Спасибо. Пока.